Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня прошло заседание ОДКБ. Лукашенко выдал столько перлов, что придется вас помучить и пару минут на него посмотреть, и мы с вами обсудим, что же происходит вокруг России и диктаторской Беларуси. Поехали! Друзья, это надо увидеть и услышать. Я понимаю, что многие белорусы подвергают свои телефоны опасности, увидев его на экране монитора, и тот же телевизор может пострадать. Но для того, чтобы мы могли это обсудить в комментариях, надо на это посмотреть. Потому что сегодня он пугал всех. Он пугал Казахстан выборами 10 января. Он пугал Россию безостановочно. Все его предыдущие прослушки – это были цветочки. Сегодня он прямо рассказывал, как будут разваливать Россию. И при этом он много говорил про революцию, которая происходит, что ее не существует. Поэтому давайте по чуть-чуть будем смотреть, и я буду комментировать. Там небольшие отрывки. Я просмотрел все 45 минут, вам оставил минуты 4. Я берегу ваше здоровье, хороших людей больше. Поехали. Цветные революции, которые развернулись в ряде государств, это никакие не цветные революции, мы видим по Беларуси, это обычный мятеж. Революция – это когда есть основа для революции, мы все с вами изучали, когда низы не хотят, верхи не могут и так далее. Ну что, мятежники, вы поняли, у вас не революция, у вас мятеж. Я даже специально залез, поискал его эту фразу, которую он приводит. Оказывается, это фраза Ленина. И он впервые сформулировал в работе «Маевка революционного пролетариата 13 года». Но, слава богу, я не застал, я этого не учил. И там он говорил, для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для нее требуется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде. Низы не хотят жить, как прежде, хотят просто честных выборов. А вот верхи хотят хозяйничать и управлять, как прежде. И всегда обманывать и грабить страну. Мятежники. Давайте дальше. И когда есть революционеры, никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет. Все так называемые революционеры хотят жить хорошо и желательно за чужой счет. Тут, как ни грустно, он прав. Революционеров нет, потому что все кандидаты в президенты, абсолютно все сидят. Либо силой выдворены из страны, либо посажены в тюрьму. В России же то же самое, никого нету. Вся оппозиция, которая есть, она ручная, а реальная оппозиция Немцов убит. Навального пытались отравить, сейчас заводят дела, чтобы он не вернулся, не въехал в Россию. И в принципе все, там больше никого нет. Все остальное это ручные головы. А те, кто хотят что-то изменений в стране, вынуждены собираться там, как открытая Россия в Прибалтике. Поэтому здесь они зачистили все. Кого не убили, того посадили. Здесь он прав. Революционеров нету. Потому что если бы сейчас был условный Тихановский или Бабарика на улицах Минска, я думаю, все бы проходило гораздо по-другому. И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических. Поэтому никаких там лучших намерений не было и нет. Дело, цитирую, в исторической принадлежности белорусских земель Польши.
Это заявляется уже в открытом режиме. Ну, слушайте, разве я, как президент, и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается, там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении действуют. Второе. Ну, это старая песенка. Единственное, никогда нет подтверждений, кроме что Евросоюз создает группы, которые будут расследовать преступления против митингующих на территории Беларуси. И морально поддерживает и оказывает экономические санкции на все окружение, чтобы просто организовать перевыборы. И пусть люди сами выберут. Но у них старая песня. Хотят оттяпать кусок Беларуси, все хотят напасть. Но это цветочки. Он это уже говорил, хотя ни одного подтвержденного факта нету, но он это говорил. Сегодня он скажет, как будут захватывать Беларусь. То, что мы слышали, перехват переговоров, детский сад, друзья. Сейчас будет весело. Ну, сейчас он что-то еще второй расскажет, сейчас дослушаем. Там следующий ролик будет вообще. Это абсолютно сейчас точно стало. Нам известно, дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих земель. Скажите, как на это можно реагировать? Третье. Дело в создании санитарного пояса между Евросоюзом и Россией. Но это давняя мечта, это цели, которые после распада Союза в середине 90-х не удалось реализовать. Ну кто-кто, но мы с президентом России это очень хорошо понимаем. Помните, я 3 ролика назад шутил, когда он озвучил второй перехват переговоров между Ником и Майком. Я там еще говорил, создается группа армии «Центр». Я ошибся всего на 3 дня. Видите? Все, специальная группировка войск НАТО по захвату территорий Беларуси, но хочет все этого Польша и страны Балтии. И дальше он будет обращаться к простому населению Европы и стран Балтии, чтобы они усмирили своих правителей и диктаторов, которые хотят съесть Польшу. Люди говорят, дайте выборов, нас атакуют. Люди говорят, дайте выборов, санитарный пояс. Иногда я думаю, что это не мир создает вокруг России санитарный пояс, это Россия создает таким образом пояс. Она не притягивает экономикой, отношениями, чтобы туда все рвались, технологиями, чтобы с ними хотели все дружить. Она может только штык. Либо ты со мной, либо куска территории у тебя не будет. Ладно, смотрим дальше. События в Беларуси, открыто уже говорят, это трамплин для давления на Российскую Федерацию. При этом, вот просто по-дружески хочу сказать, если кто-то думает, что это где-то далеко Беларусь, что это не у нас, может быть, и мы когда-то так думали, даже события в Украине, думали, что это где-то не у нас. Не успеете оглянуться, как это будет у вас. Тут его старая история. Путин, поддержи, Путин, помоги, потому что это все идет к тебе. Если свалюсь я, то свалишься ты. Его эти вечные страшилки, хотя они под собой имеют место однозначно, потому что свободные люди России тоже смотрят на Беларусь, каким способом можно снести диктатора. Здесь мне еще, я не комментировал, вы обратите внимание, я когда смотрел прямой эфир, очень было прямо показательно. Лукашенко начинает выступать, его все внимательно слушают. Путин перебирает свои бумажки, что-то там черкает. Он его вообще не слушает. Даже вот здесь этот начал угрожать России. Путин занят своими бумажками. Все там слушают. Еще очень было показательно здесь, что сидит Пашинян, который сам на бархатной революции пришел к власти. И как Путин пытался аккуратно объехать это все, начал рассказывать про революцию не ближнего, а там, как она называлась, весна, которая была в странах Африки. Вот и что там хорошо, вот так от всех революций всегда плохо. Ну, боится, видно. Ладно, смотрим дальше.
Поэтому нам надо работать против этого сейчас, используя горький опыт, в том числе в Беларуси. Ну, сейчас вы услышите, как на эту речь отреагировал диктатор восточной страны. Сегодня был обзор, где доверие к Путину у белорусов упало всего на 30%, и там сейчас 50%, а было 80%. Друзья, вот пока оно не упадет до 10, ничего не поменяется. Он поддерживал диктатора, будет поддерживать. А с другой стороны, если даже упадет до 10, он придет защищать 10%. И я вообще сейчас подумал, а может это все про легион НАТО сказано, чтобы ввести российские войска на территорию Беларуси? Так сказать, упредить нападение и расчленение Беларуси. Подумайте в комментариях, откуда уже группа армий «Центр» собралась нападать. Ну, для тех, кто еще балдеет от Путина, в Украине тоже так было. Думали, пропаганда работает, ну пусть на Майдан работает. Никто ж в жизни не мог предположить, даже не знаю, в сумасшедшем состоянии, что Путин может напасть на Украину. Белорусы, подумайте об этом, которые еще 50% от него фанатеют. Ну, я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений, выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне. Не сомневаюсь нисколько, что это получится, в том числе имея в виду и политический опыт президента Беларуси. Ну что, политический опыт у митингующих есть? На самом деле это печально, друзья. Когда он рассказывает о политическом опыте усатого диктатора, он, наверное, имеет в виду такой маразм. Чтобы вы улыбнулись, я вам сейчас покажу 3-секундное там условно видео с маразмом диктатора усатого. Ну что, маразм действий. Улица Панченки. Хопа. Опа. Бело-красно-белый не подходит. А появился у нас бело, что там, красно-зеленый. Прикинь, скоро дома начнут перекрашивать. Вот политический опыт и маразм диктатора. Мне интересно, расскажите, белорусы, как у вас там со скорой помощью автомобили еще не перекрашивают? Я так понимаю, что Дед Мороз будет переделан, и он теперь будет в цветах Снегурочки, либо в зеленом халате. Это что, теперь все детские корпоративы, не знаю, Новый год отменить надо будет, все? Ну, это... Давайте заканчивать, я смотрю, уже очень много. Сегодня я постарался вам откомментировать чуть-чуть веселее, а где-то и даже пожестче, чтобы кто-то задумался. Если вам такой формат нравится, подписывайтесь, ставьте лайки, потому что те, кто досмотрел до конца, значит мы на одной волне. Свободных людей больше, хороших людей еще больше. Живи Беларусь, слава Украине, и Россия будет свободной. Всем классного вечера и отличного завтра дня. Всего доброго.